Призраки – это странное и в научном плане необъяснимое явление, отношение к которому делит людей на тех, кто верит в них, и тех, кто смотрит на это с точки зрения скептики. Надо отметить, что некоторые люди не уверены, что можно утверждать что-либо определенное по поводу мира призраков. Считается, что камеры могут фиксировать потусторонние явления, невоспринимаемые человеческим глазом. Я сделал подборку случайных фотографий, на которых изображено нечто странное и загадочное. Когда видишь такое, сложно не поверить в существование потусторонних сущностей. Вы на канале Overscary, и это рубрика Dark Insider. Все самое интересное и актуальное. Поехали! Многие знают персонажей из культовых фильмов ужасов, таких как Джейсон Вурхис, «Пятница 13» или «Джиперс Криперс». Лично я пересматривал эти фильмы не один раз в своей жизни. Но есть еще один, самый, как мне кажется, ужасный персонаж. Это Фредди Крюгер. Он никогда не существовал в реальной жизни. Это вымышленный маньяк-убийца. Главный отрицательный персонаж фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов». Его создал режиссер и сценарист Уэйс Крейвен. Но если Крюгер вымышленный персонаж, то что вы скажете об этом фото? На этой старой фотографии, которая была сделана где-то в Соединенных Штатах Америки, запечатлены трое маленьких детей, которые смотрят в объектив камеры. Сложно сказать, что это за место, где был сделан кадр, но все же на заднем плане можно разглядеть человека, который подозрительно смотрит в сторону детей и при этом жутко ухмыляется. Вам не кажется, что этот человек очень сильно похож на того самого Фредди Крюгера из фильма ужаса? Даже несмотря на то, что фотография старая, с очень отвратительным качеством, в очертаниях лица этого мужчины можно разглядеть рубцы на коже от ожогов. Его левое ухо почти полностью отсутствует. Из одежды шляпа и свитер, очень похожие на вещи Фредди Крюгера. Может быть, это фото было сделано во время съемок фильма «Кошмар на улице Вязов»? А что вы думаете по поводу этого кадра? Напишите об этом в комментариях. Друзья, для тех, кто не в курсе, у меня есть свой телеграм-канал Overscary, на котором я выкладываю эксклюзивные, до ужаса пугающие, мистические и просто интересные видеоролики. Там же я регулярно выкладываю новости, касаемые моего YouTube канала. Вы всегда будете в курсе предстоящих съемок и выхода новых видеороликов, да и вообще всей моей движухи в целом. В моем телеграме открыты комментарии для всех. Вы можете делиться своими мыслями и общаться со мной в любое время, когда захотите. Я отвечаю на все ваши комментарии 100%. Ссылка на мой телеграм-канал на ваших экранах и в описании. Поехали дальше. 13 ноября 1974 года 23-летний житель Амитивилля Рональд Дефио проснулся посреди ночи, взял охотничью винтовку и застрелил всю свою семью. Его родители Рональд-старший и мать Луиза получили по 2 пули. Сестрам Доун и Эллисон, а также их братьям Марку и Джону досталось по 1. Рональд-младший был приговорен за убийство 6 членов семьи к 6 тюремным срокам, каждый из них по 25 лет. Один из фотографов, побывавший в этом доме после смерти семьи Дефио, сделал странный кадр. Даже на первый взгляд этот кадр очень жуткий. На фотографии изображен ребенок лет 9, который выглядывает из темной комнаты и как будто не хочет, чтобы его заметили. На ребенке, судя по всему, надета детская пижама, словно он спал в своей кровати и его разбудили. Глаза ребенка испускают неестественно яркий свет. Фотограф, сделавший этот кадр, утверждает, что в момент съемки в доме не было людей, и он не видел никого на лестнице. Как вы думаете, может быть, эта фотография подделка? Или все же фотографу удалось запечатлеть призрак одного из убитых сыновей семьи Дефио? Я хочу спросить вас, а верите ли вы в демонов? А знаете ли вы, кто такие демоны? Если обратиться к мифологии, то демоны в ней описаны как определенные сверхъестественные существа, которые по своей природе являются полубогами.
темными полубогами, полукровки, если хотите. Они занимают промежуточное состояние между богами и людьми. Если обратиться к христианской вере, то демоны в ней представлены в виде злой силы, которая наносит существенный вред людям. Возможно, одного из таких демонов удалось запечатлеть в одной из больниц. Смотрим. Этот жуткий кадр сделала камера видеонаблюдения в отделении реанимации за несколько секунд до смерти пациента. Хоть сам кадр в отвратительном качестве, но на нем все же можно разглядеть нечто страшное. Черный силуэт странного существа стоит на кровати, склонившись над умирающим пациентом. Это существо не похоже на человека. Обратите внимание на его неестественно длинные конечности. Такое впечатление, что его ноги обросли густой шерстью. Ступни этого существа не похожи на человеческие и напоминают копыта. На голове этого мистического существа нечто похожее на рога, торчащие из шерсти. Все выглядит так, как будто эта сущность тянет свои длинные руки к умирающему пациенту, как будто оно пришло за ним. Самое характерное, что никто из персонала больницы не видел постороннего в палате реанимации. А как вы думаете, что за существо зафиксировала камера? Это место пропитано страхом, болью и смертью. Место, где трагически умерло десятки тысяч людей. Санаторий Вэйверли-Хиллз находится на окраине Луивилля в штате Кентукки, США. В 1910 году в Кентукки, США, бушевала страшная неизлечимая болезнь туберкулеза белая чума. Эпидемия, длившаяся целых 20 лет, вынудила построить этот госпиталь. Так как лекарства от этой болезни тогда еще не существовало, всех зараженных просто свозили в одно место и изолировали от остального общества. К сожалению, выживали не более 5% пациентов. Молодая медсестра Мэри Ли заразилась туберкулезом. На ее глазах от этой страшной болезни умерло много людей. Она видела их мучения. Решив не ждать предрешенного летального исхода, Мэри Ли повесилась в комнате 502. Фотограф, блуждающий по коридорам этого санатория, поймал на пленку призрачную фигуру Мэри Ли. На этом снимке отчетливо видно выходящий из дверного проема силуэт молодой девушки с длинными волосами. Девушка смотрит в сторону фотографа, как бы наблюдая за ним. На ней можно разглядеть что-то похожее на старинное платье и босые ноги. А вам не кажется, что этот призрачный силуэт очень похож на Мэри Ли? Напишите в комментариях, что вы думаете об этом фото. Говорят, что когда душа покидает тело, иногда это явление можно зафиксировать на камеру. Некоторые ученые проводили подобные эксперименты и даже пытались узнать вес души. Многие сомневаются в подлинности следующего фото. Как утверждает автор, он фотографировал умирающего человека на пленочный фотоаппарат, и ему удалось зафиксировать нечто похожее на душу человека. Смотрим. На снимке изображен мужчина, по внешнему виду которого можно определить, что он тяжело болен и, возможно, даже мертв. Снимок вызывает страх, ведь из груди лежащего на кровати мужчины будто выходят 3 светлые полупрозрачные сферы. Некоторые думают, что снимок испорчен, и на нем не что иное, как обычные отпечатки пальцев, попавшие на пленку. А как вы думаете, может быть, на этом снимке зафиксировано нечто более таинственное? Следующий снимок сделала норвежка Кристина Элис Блинд из машины своей матери, когда они увидели чей-то автомобиль, пострадавший в ДТП и стоявший на дороге возле обочины. Машина, которую сфотографировала Кристина, сбила пробегавшего через дорогу лося. Смотрим. Автомобиль после ДТП стоял пустой, водителя отправили на скорой в ближайший госпиталь, и в салоне никого не было. На фото в салоне машины отчетливо видно голову человека, похожего на голову лысого мужчины лет 50. Позади этого мужчины виден еще плохо различимый силуэт, как будто в машине вместе с ним находится пассажир. Девушка справа в кадре – это Ваня Блинд, мать девочки, которая сделала это фото. В этот момент она звонила в службу спасения. Она вышла из своей машины, чтобы посмотреть, нет ли в автомобиле пострадавших. В службе спасения ей сказали, что эта машина врезалась в лося, а ее водитель отправлен в госпиталь.
Кристина рассказала, что ей становится жутко, когда она смотрит на это фото, но она не может сказать, что именно ей удалось заснять. Она не знает этого мужчину, и может быть это даже не призрак, а просто иллюзия из-за преломления света. Следующая фотография, которая считается подлинной, была сделана в городе Чешир, Англия, в 1891 году. Лорд Комбермер был британским командующим кавалерией в начале 1800-х годов. Он отличился в нескольких военных кампаниях. Фотографию сделала Сибил Корбет, сестра леди Комбермер, в библиотеке аббатства Комбермер в декабре 1891 года. Лорд умер за несколько дней до этого, задавленный перевернувшейся повозкой. Смотрим. Считается, что на этом фото изображен призрак лорда Комбермера. Снимок был сделан во время его похорон, которые проходили недалеко от этого места. Когда почти вся прислуга присутствовала на похоронах, Корбет установила камеру и целый час проводила съемку. Когда она проявила фотографии, она была поражена увиденным, обнаружив изображение человека в кресле лорда Комбермера. На изображении виден силуэт сидящего в кресле человека. На нем одежда темного цвета. Его голова, туловище и правая рука отчетливо видны на фото. Можно заметить, что у призрачной фигуры нет ног, но это наводит еще больше ужас. Говорят, что лорд Комбермер лишился ног во время той аварии. Факт это или вымысел, решайте сами. Следующий кадр уникальный, и скорее всего вы не найдете его на просторах интернета. Он был получен из закрытых источников. Сделан был этот снимок в далеком 1931 году в колледже Магдалины, Кембридж, который находится в Великобритании. Снимок очень загадочный и жуткий. Смотрим. На этом старом кадре изображена столовая Кембриджского университета. На фото отчетливо виден полупрозрачный силуэт женщины, одетой в светлую форму, похожую на форму прислуги. На ногах этой призрачной фигуры можно разглядеть что-то похожее на сапоги, соответствующие стилю тех времен. Такое впечатление, что у этой сущности отсутствует голова или она плохо различима. Призрачная фигура слегка повернута в сторону лестницы справа. Университет не выглядит заброшенным, но почему-то на краю обеденного стола можно наблюдать какие-то следы от пальцев в пыли. Может показаться странным, что столовая одного из самых престижных университетов мира может дойти до состояния, когда можно писать пальцем на пыли обеденного стола. Странности на этом не заканчиваются. Если присмотреться внимательно, то на лестнице справа можно увидеть еще одну призрачную фигуру, которая как будто спускается вниз. Ее голова находится на уровне свечного отражателя, в котором тоже можно разглядеть нечто похожее на человеческую фигуру, как будто кто-то наблюдает за ней из зеркала. Кадр очень жуткий и запутанный. Может, все эти события как-то связаны между собой? А что вы думаете по поводу этого кадра? Следующая фотография была сделана в Джаспере, штат Алабама, в 1942 году боксовым фотоаппаратом и не имеет широкой огласки на просторах интернета. Владелец этой фотографии утверждает, что она подлинная и была сделана во время свадьбы его тети. Вот что изображено на этой фотографии. Данное фото очень плохого качества. И судя по качеству этого фото, можно согласиться с тем, что оно сделано боксовым фотоаппаратом. На фото изображена молодая пара, которая стоит на фоне деревьев. Потому как одеты люди и их приподнятому настроению, нельзя отрицать, что, возможно, это молодожены, и они решили запечатлеть день своей свадьбы для семейного альбома. Обратите внимание на дерево, которое находится позади девушки. Вы ничего не замечаете? Если присмотреться повнимательней, то на фоне дерева можно разглядеть что-то светлое, но плохо различимое. Но давайте теперь мы приблизим изображение в конкретной области и изменим его цветовую схему в зеленые тона. Тогда мы увидим нечто похожее на призрачную фигуру в белом одеянии и открытым ртом. Она как будто тянет руки к людям, изображенным на этом фото.
На этом странности кадра не заканчиваются. Если посмотреть внимательнее на лицо девушки, то можно заметить, что левая часть ее лица отличается от правой и имеет устрашающий вид. Но это, возможно, всего лишь дефект фотографии. Решайте сами, что попало в кадр на этом фото, но как по мне, оно выглядит вполне правдоподобно и очень страшно. Предупреждаю, снимок, который я сейчас вам покажу, уникален и может напугать вас. Лично меня он напугал до мурашек по коже. Снимок был получен из закрытых источников. Он был сделан в Кэсон-Сити, Филиппины, и сделал его 6-летний мальчик совершенно случайно. Смотрим. Мальчик играл в своей комнате в полной темноте с камерой телефона своей мамы и беспорядочными движениями камеры делал снимки самого себя. Вот что ему удалось снять на телефон своей мамы. От вида этой фотографии становится не по себе. То, что изображено на этом снимке, совсем не похоже на живого человека. Его лицо напоминает череп, а нос и глаза полностью отсутствуют. Если вы всмотритесь в этот жуткий снимок, у вас сложится впечатление, что нечто демоническое, злое смотрит на вас из тьмы. А как вы думаете, действительно ли 6-летнему мальчику удалось зафиксировать на телефон своей матери паранормальную сущность, которая спроецировалась на снимке? Напишите об этом в комментариях. Друзья, на этом я закончу. Если вам понравился выпуск из рубрики Dark Insider «Самые мистические фото» и вы хотите продолжение, вторую часть, проявите активность в комментариях и оцените это видео лайком. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Алекс. До новых встреч в новых выпусках. Всем пока.